Всем привет, друзья, с вами Реальный басист. И сегодня у нас на обзоре четырехструнная бас-гитара Schecter Omen Elite 4. Начну сразу со своих впечатлений. Ну, во-первых, он очень удобный в плане игры. Весьма тонкий скоростной гриф. Расстояние между струнами, немножко узковато для меня, но вполне приемлемо, и к этому быстро привыкаешь. Что касается звука, когда берешь этот инструмент, даже не подключенный, чувствуешь, как деревяшка резонирует. Я даже поделился с нашим звукорежиссером, когда достал его из коробки, что нифига себе, как же здорово инструмент резонирует. И это передается также звукоснимателями. А звукосниматели у нас здесь стоят Schecter Diamond Heretic, два хамбакера. И что я хочу сказать, несмотря на то, что инструмент пассивный, здесь нету эквалайзера, но тем не менее у нас здесь есть баланс датчиков, ручка тона, ручка громкости, все как бы стандартно, но также есть у нас и два переключателя, которые позволяют переключать три режима работы катушек каждого из звукоснимателей. Три режима — это режим сплит, посередине режим параллел и режим series. То есть, соответственно, каждый из этих звукоснимателей имеет три режима. 3x3 у нас 9 комбинаций. Плюс ко всему у нас три варианта положения датчиков. Это нековый датчик, бриджевый датчик и оба датчика вместе. То есть 9 умножить на 3, 27 вариантов различных тембров. Не все эти тембры кардинально друг от друга отличаются. Конечно, не все мы будем их использовать на практике. Но я думаю, что где-то, наверное, 4-5 кайфовых тембров каждый музыкант для себя каких-то вот уникальных найдет. И давайте сейчас послушаем, как звучат звукосниматели. Я вот установил пока наши переключатели на центр для обоих датчиков. То есть у нас здесь сейчас режим сплит. И начнем с некового датчика. Давайте послушаем. Как видите, тембры датчиков отличаются достаточно радикально. И давайте сейчас оставим оба датчика баланс 50/50 и пощелкаем наши переключатели режимов. И начнем оба датчика в режиме series. Не будем мы прощелкивать все 9 комбинаций, потому что это слишком долго. Давайте послушаем в трех режимах. Да? Сейчас оба датчика в режиме series. Теперь оба датчика в режиме сплит. Ну и оба датчика в режиме параллел. Не все режимы прям кардинально отличаются друг от друга, но какие-то краски, какие-то нюансы они позволяют передать. И я думаю, что каждый найдет, музыкант, для себя какие-то свои любимые звуковые фишки здесь.
естественно, я должен вам рассказать о тех материалах, из которых сделан этот инструмент. А сделан он из красного дерева, собственно, корпус, с топом из капа. Вот такой вот красивый топ. Гриф у нас клен, усиленный стержнями из графита. Также у нас накладка палисандр, 24 лада, гриф крепится на 6 болтах. Ну и вот обратите внимание еще вот сюда. Это великолепная, тоже отличная фишка, которая позволяет крепить струны сквозь корпус. Здесь вот такой стоит бридж, который, собственно, позволяет это делать. Считается опытными гитаростроителями, что когда мы крепим струны сквозь корпус, таким образом мы улучшаем сустейн инструмента. Поэтому, ну, вот такая фишка, которую всегда очень приятно иметь. Ну и в качестве резюме о моих впечатлениях об этом инструменте. Удобный, легкий, что для концертирующего музыканта очень важно. С хорошим сустейном, читаемый в миксе. Резонирует тело инструмента очень хорошо. Комфортный при игре. Вариативный, как любит говорить наш звукорежиссер, в плане настроек. Массу тембров можно нарулить. Достаточно универсальный, несмотря на то, что он и по дизайну, и по звуку выглядит и звучит весьма модерново, но не только металл на нем можно играть на самом деле все, что угодно на этом инструменте. И даже джаз и фанк, все вполне здесь будет звучать. Поэтому в целом этот инструмент я одобряю. Я думаю, что он зайдет не только любителям, но и даже профессиональным музыкантам. Такой инструмент в коллекции иметь очень и очень даже можно. На этом, друзья, все. Ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений о будущих видео. Обязательно подпишитесь на канал, если еще не подписаны. И до скорых встреч. Увидимся. Да, величайший пианист всех времен. Он говорил, что если он день не позанимается, то он сам замечает. Если он пару дней не позанимается, то уже его близкие замечают. Если он неделю не позанимается, то он просто не выйдет уже играть концерт. Так. Вот. А я неделю не играл, и я охуенно играю.